Да как он посмел пропасть на месяц и выпустить ролик на 20 минут? Получается, посмел. На самом деле все не так просто. Вы дали мне время, и впервые за столько лет я смог написать сценарии сразу к 3 роликам, и все из них снимаются параллельно. Вот, например, такой. Огромный топ-секрет на глобальнейшую тему. Или вот такой. Я знаю, что вы соскучились по всему этому. Я не отдыхаю. Все в разработке. Но сегодня у нас не менее интересные истории, которые не оставят вас равнодушными. Тут можно посмеяться, поплакать, узнать научную или просто интересную информацию. Но самое главное — сказать... Что? Давайте разгоночную. Я не так давно купил книгу про забытые спортивные игры. Как знал, что там что-то интересное смогу найти. Помните, я вам рассказывал, как осьминогов доставали со дна на время? Забудьте. У меня теперь новый фаворит. И вот этот спорт я бы с радостью попробовал сам. Знаете, что такое поло? Очень старая спортивная игра, где вы верхом на лошади должны большим молотком загнать мяч в специальные ворота. Среднестатистический лох вроде меня видит в этом какой-то сюр, но со временем это стало спортом королей, потому что всякая верхушка любила это дело. Но суть в другом. В Америке в начале 20 века появился зрелищный спорт, который радовал глаза людям в цирках, на ярмарках и специальных аренах. Поло на машинах. Что бы вы сейчас не представляли у себя в голове, все было намного хуже и опаснее. Пусть за меня все скажут эти фотографии. Куча сломанных колес, осей, костей, машин, дофига порезов и заигрываний со смертью. С другой стороны, а что вообще могло пойти так в спорте под названием поло на машинах? Быстрый подъем популярности и такой же быстрый спад из-за того, что люди могли остаться калеками, а машины были безвозвратно уничтожены. Конкурсы интереснее некуда, зато весело. Еще раз, я бы сыграл. А что дальше? Поло на самолетах? Вот в такой квиддич я бы не играл. Кстати, о самолетах. Вы когда-нибудь слышали выкрикивание «Джеронимо!»? Это обычно можно встретить в зарубежных фильмах и мультфильмах, где герои прыгают из самолета или с высокой точки. Наверняка фанаты сериала «Доктор Кто» точно слышали. А вы знаете, что это значит? Никогда не угадаете. 40-й год. Появляются первые американские десантники. И во время прыжка десантник по имени Обри Эберхарт вопит: «Джеронимо!» Почему? Все ссылаются на мнение десантника Джерарда Девлина, который в 1979 году выпустил книгу, как ни странно, о десантниках. Но я проверил в газетных архивах и действительно нашел много подтверждений еще в 1941 и 1942 году. В общем, за день до массового прыжка ребята отдыхали и смотрели фильм, вышедший в 1939 году, про вождя апачей Джеронимо. Это было не его настоящее имя, но в истории он известен именно так. Я нашел еще один вестерн про него, тоже 1939 года. Может, это и он был. Главное, что в этих двух фильмах Джеронимо было сказано неприличное количество раз. Джеронимо. 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 И после фильма, что подтвердил сам Эберхарт автору книги, произошел вот такой диалог. Черт, Обри, держу пари, завтра ты будешь так напуган, что даже имя свое не вспомнишь, когда прыгнешь. Точняк. Ну хорошо, шутники. Я расскажу, что собираюсь сделать. Чтобы доказать вам, что я не боюсь прыжков, завтра я буду кричать «Джеронимо!» во все горло! И даже не важно, был такой диалог или нет. Газеты вообще писали, что он кричал это слово, так как ничего больше не придумал. Главное, что это настолько зашло, что стало традицией у десантников. А 501-й парашютно-десантный полк даже написал это на своей эмблеме. Сейчас так уже никто из военных не кричит, но поп-культура сделала так, чтобы это не забыли никогда. Боги говорят со мной. Мне кажется, половина тех, кто так вопит, делают это не задумываясь, откуда вообще пошло. А вы теперь знаете, и вот эта шутка из фильма «Горячие головы» стала понятнее. Ну что,
Размялись? Летим дальше. Вот это мне мозг просто взорвало. Кто в этом мире не любит сов? Это такие крутые создания, они могут вращать башкой, как одержимые. Ну нахер. Я не знаю, почти бесшумно летать, как ассасины. Но это все меркнет по сравнению с этим. Это череп совы. Нет, ее не били, и он не деформирован. Просто у некоторых видов сов уши расположены асимметрично. Одно выше, другое ниже. Что? Это странно для нас, кожаных мешков, но для них это очень крутой инструмент отслеживания цели. Вы наверняка наслышаны о том, что совы слышат свою жертву с дальнего расстояния и могут ловить даже ночью. И вот эти асимметричные уши, внимание, нужны для того, чтобы звук поступал сначала в одно ухо, потом в другое. Неожиданно, да? И вот эта невероятно маленькая разница во времени позволяет лучше определить нахождение жертвы. Так что если вы, будучи в лесу, где никого нет, пустите шептуна, будьте уверены, что вас заметили. Кстати, об этом. В Штатах есть препарат, одобренный FDA под названием Devrom. Суть в чем? Болезни или операции, связанные с желудком и кишечником, могут вызвать недержание кала, сильный метеоризм, и очень многие жалуются, что в этой вони жить невозможно. Да и вообще для многих из нас это повод для шуток, ведь мы смеемся над пердежом не столько из-за звука, хотя из-за него тоже, сколько из-за того, что после него следует, и реакции на это. И мы даже на секунду не задумываемся о том, что это может быть из-за серьезных расстройств желудка. Задумайтесь. Так это я о чем? Действующий компонент этого препарата – висмута субгалат. Его использовали для лечения ран, язв желудка и избавления от бактерий, которые вызывают язву и гастрит. Но сейчас в основном его используют в Штатах как внутренний дезодорант. Что? Да, вы не ослышались. Точно неизвестно, как это происходит, но после препарата запах может пропасть или уменьшиться в разы. Изготовители освежителей воздуха сейчас знатно напряглись, а пердежный юмор под угрозой вымирания. Впрочем, я не врач, чтобы вам что-то советовать. Тем более, кто знает, какие там побочки. Просто рассказываю, что такое есть, и это увлекательно. А следующий факт тоже про вонь. Я вас поздравляю. Но какой же он крутой. Мой любимый. Во Флоренс, штат Орегон, есть мемориальный парк, который называется «Взрывающийся кит». Согласитесь, стрёмное название. Наверняка у этого есть какая-то предыстория. Ага, от которой вы просто охренеете. В ноябре 1970 года в этом городе на берег был выброшен мертвый кашалот. Это не что-то необычное, а довольно частое явление. Я уже как-то рассказывал. Он стал разлагаться, вонять, людям стало некомфортно и нужно было решать, что же с ним делать. И решение было, поверьте, необычное. Взорвать его к хренам. Что? Прошел слушок, и люди начали собираться посмотреть на эту жуть. Там были пикники и даже целые семьи. О, это будет весело, пойдем посмотрим на кита. Задумка была проста. Взрыв его или разорвет на мелкие куски, чтобы легче было убрать, а может вообще откинет в воду. Никто не знал, что будет. Этим занимался дорожный департамент, который раньше точно китов не взрывал. Количество динамита тоже было под вопросом. Может, хватит 10 палок, а может и 2. Но я уверен, что это сработает. Единственное, мы не уверены в том, сколько нужно динамита. И как вы думаете, сколько они использовали? 20 ящиков. Ну так, для подстраховки. И только один человек выразил озабоченность. Я вижу, что у нас тут большие проблемы. 20 ящиков динамита. Уолтер Уменхофер предупредил об этом, но его не восприняли серьезно. Что же произошло дальше? Да, взрыв произошел. Но кажется, кто-то совсем немного переборщил с динамитом, и ошметки полетели в людей. Брызги крови и жира просто лились на нас. И эта вонь осталась с нами по сей день. В моей памяти. Я посмотрел на свой бежевый плащ, и он был буквально розовым и блестящим. Но на мелкие ошметки ладно. Огромные куски жира начали сыпаться с небес на людей. Все, в том числе и оператор, начали спасаться бегством, потому что быть убитым куском вонючего кита — это не то, что ты планируешь сделать в любой из дней, пожалуй. А что до кита? Ну, динамита было слишком много в одном месте. Его просто разорвало на 2 большие части и пришлось бульдозерами двигать. Одна из самых бесполезных движух в мире. К счастью, никто не пострадал. Почти никто. И вот это просто
Новая классика. Уолтер Уменхофер не знал о том, что будет взрыв, а просто прокатился на своей новенькой машине. Он, как оказалось, армейский эксперт по подрыву, поэтому спустился к людям на пляже и сказал: «Вы знаете, это не похоже на камни и прочее, это плоть, совершенно другая плотность, плюс песок под ним. В общем, вы используете слишком много взрывчатки». И они такие: «Да-да, хорошо, иди отсюда». Было приятно пообщаться. Зачем я это показал? Потому что после основного взрыва произошло еще кое-что. Внезапно раздался второй взрыв. Это был кусок китового жира размером с небольшой или средний журнальный столик, который расплющил машину Уолтера Уменхофера, и мы поняли, что не только мы покрыты этим дерьмом. Это ирония нового уровня. Чувак их предупреждал с самого начала. Благо, хоть страховка деньги за машину вернула. Это, кстати, тоже было в «Симпсонах». Правда, как всегда, постфактум, как высмеивание. А тот ведущий новостей об этом даже книгу написал. Сегодня вы презентуете свою книгу? Не только книгу, но еще и свой парфюм. Китобой. Запах, который вы не забудете никогда. Здрасте, что тут у вас? До свидания. Тупая ситуация? Не то слово. Они что, не знают, что если бы они просто подождали, то кит бы взорвался сам? В Тайване в 2004 году была такая же ситуация. Кашалота выкинуло на берег, но его не взорвали, а погрузили на грузовик и поехали в университет на вскрытие. И, наверное, хорошо, что он не доехал, ведь он сам взорвался прямо на улицах во время пути. Там машины, магазины, все было в его внутренностях. Показать не могу, это прям хоррор. Но такое случается постоянно, не только с китами, но еще с бегемотами, слонами и так далее. Тела начинают разлагаться, внутри накапливается газ, и он выходит или постепенно, или очень резко, что очень похоже на взрыв. Прикиньте, все, что внутри тела, просто выпрыгивает и разлетается в разные стороны. В описании есть ссылки на видео с такими взрывами, только прошу вас, отложите еду подальше. Благо, эти взрывы никого не покалечили, в отличие от взрывающихся озер. Что? Вы понимаете, что происходит? А происходит полная жуть. И сейчас будет очень жесткая история. Вероятно, вы будете в шоке. В Африке находится республика Камерун, где недалеко друг от друга расположены два озера – Манун и Ньос. Так уж получилось, что они находятся в районе вулканической активности. И из-под земли в это озеро поступает углекислый газ. И в 1984 году произошло то, что ученые называют лимнологическая катастрофа. Озеро, грубо говоря, вывернулось наизнанку, вырвался углекислый газ, и так как он тяжелее воздуха, он направился со склона, встретив на пути людей и всех беспощадно перебил. 37 человек погибло от удушья. Жесть, да? Ученые понятия не имели, почему так произошло, и на озеро вообще не думали, пока в 1986 году, спустя 2 года, с озером Ньос не произошло то же самое. Только вот в этот раз облако газа направилось к большому поселению, которое находилось в больше чем 20 километрах от озера. Природная катастрофа, а я напомню, что это было обычное озеро, забрала жизнь у 1700 человек и 3500 голов скота. Вот это просто охренеть как жутко. Как спокойно существовать, когда осознаешь, что тебя может убить озеро, в котором ты даже не купался? Разумеется, трагедия таких масштабов не могла не вызвать резонанс, в ходе которого выяснилось, что озера, оказывается, могут вести себя как банки с газировкой. Нужно было действовать, чтобы избежать повторения, поэтому сейчас на этих озерах можно увидеть искусственные фонтаны. Они берут насыщенную газом воду снизу и запускают ее наверх. Это называется дегазация, но работает с небольшими озерами, и для этого потребуются целые года. И то, может, это только отсрочит бедствие. Но есть озеро, которое намного больше, и есть вероятность, что с ним произойдет то же самое, только на кону уже миллионы жизней. Озеро Киву. Но помимо углекислого газа там есть и метан, который с радостью загорится, если что вдруг. В общем, это будет реальный апокалипсис. Проблему, конечно, пытаются решить откачкой метана и использованием его в своих целях, но нужно быстрее все это делать, чтобы не случилось страшного, а такой риск действительно есть. Кто бы мог подумать, что самый эффективный серийный убийца окажется озером? А я вам всегда говорю, надо всех подозревать, и не факт, что тот, кого сильнее подозреваешь, окажется тем самым плохим парнем. Именно об этом следующий факт. Слушаем внимательно. В городе Мэтфорд, штат Орегон, жил старик по имени Уэс Говард. У него был большой участок с классическим хоррор-особняком посередине. Лысые деревья вокруг, сам дом прогнил, а стекла побиты.
Ходили байки, что дом проклят, и поэтому походить рядом уже челлендж, особенно в Хэллоуин. Дети постарше воровали у него виноград с участка, бродили по его сараю, кидали камни в окна и вообще всячески доканывали деда. Он же в ответ выбегал с ружьем, заряженным солью, и кричал, что провоцировало их еще больше. В общем, для детей это выглядело как дом из фильма «Оно», только в реальной жизни. А родители этих детей были уверены, что старик Уэс ненавидит их отпрысков и вообще всех людей. Сами подумайте, живет всегда один в доме без телефона и туалета. Семьи нет и никогда не было. Ходит постоянно в одной одежде, стрижется сам. Натуральный псих, к тому же злой, как вы уже поняли. Не самый образцовый сосед. Скорее тот, кто портит хорошую картину милого городка. Но в 2003 году он скончался в возрасте 87 лет от инсульта. И никто даже не догадывался, что этот человек был миллионером. Его счета, облигации, дом с огромным участком вышли суммарно в 11 миллионов долларов. И все эти деньги он завещал на строительство молодежного спортивного центра, который нужно было построить на его участке. Спортивного центра, где должны заниматься дети этого города. Да, сказать, что горожане были шокированы, ничего не сказать. Тут не только вы, тут все жители сказали «что?». Оказывается, по-настоящему его никто толком и не знал. Вещи из его дома были выставлены на аукцион. Выяснилось, что он занимался собирательством и ничего не выкидывал. И собранные еще 70 тысяч долларов тоже пошли на мемориальный спортивный парк Уэса Говарда, который и сейчас радует детей, подростков и взрослых, развиваясь и по сей день. Никто не мог даже предположить, что такой человек может сделать такой подарок тем, кто портил ему жизнь. Один из парней, который травил его в детстве, сказал пару слов для газеты, когда пришел на аукцион. Это меняет все. Это меняет мои представления о нем, это точно. И это заставляет меня задуматься, что, возможно, мне не следовало быть таким паршивым ребенком. Это сильно. Никогда не судите по обложке. Давайте возьмем за традицию рассказывать в этой рубрике хотя бы одну очень трогательную историю. Но следующая история вообще драма до слез. Плакали всей деревней. В 50-х на вооружении США появляется новый истребитель F-11 Tiger. И во время испытаний случилось уникальное событие. Том Этридж, летчик-испытатель, стрелял из 20-миллиметровой пушки на высокой скорости просто в никуда. Тестовая стрельба. Он выпустил очередь и рванул ниже. И в какой-то момент из-за того, что снаряды потеряли скорость, а самолет набрал, их траектории пересеклись, и он сам себя подстрелил истребителем. Что? Пилот не очень понял, что произошло, и полетел на базу, но двигатель стал работать плохо, ведь оказалось, что туда снаряды тоже попали. И было решено экстренно приземлиться в деревья. Самолет загорелся, но пилот смог спастись. А это главное. Только ему не спастись от понимания того, что он смог сам себя застрелить из истребителя. Это даже звучит стыдно. Спасибо за сломанный самолет. Вот тебе медаль за победу над здравым смыслом. В одной объясняющей статье, так как истребитель назывался «Тайгер», эту ситуацию обозвали «Тигр кусает свой хвост». За душу прям. А следующую ситуацию я бы назвал «Утиные истории». Не так красиво и оригинально, конечно, но какая история, такое название. Как вы думаете, для чего нужны вот эти вот резиновые или пластиковые утки? Первая ассоциация, ну, просто игрушка, чтобы... плавала. По сути, да, и она так сильно понравилась всем людям, что они даже начали использовать их для гонок. Но что если я скажу, что их используют еще и ученые в исследовательских целях? Это такая странная история на самом деле. В 1992 году контейнеровоз попал в шторм, и 12 контейнеров катапультировались с судна. В одном из них было 7200 упаковок с пластиковыми животными, в том числе и утками. А не только утками и не только желтыми, как иногда пишут в прессе. А это значит, что почти 29 тысяч разноцветных приколистов начали плавать в открытом океане. И не просто плавать, а совершать кругосветку. Их начали находить в самых разных уголках планеты и находят до сих пор. Океанологи смекнули, что по ним можно замерить скорость океанских течений. Так и произошло. И кажется, из этого получилась бы неплохая часть истории игрушек. Я спасу вас. Бесконечность не предел! Что я могу сказать? Эти утки хотя бы не стояли в пробке, а?
Как же меня бесят пробки, это просто невероятно. Люди, живущие в мегаполисах, меня поймут. Для меня ад — это когда ты умер и попал в пробку. Навсегда. Что? Но в 2010 году в Пекине именно это и произошло. Из-за дорожных работ и наплыва грузовых и обычных машин началась пробка длиной в 100 километров. И длилась она 9 дней. Девять дней, Карл! Что они ели? А тут все просто. Ушлые ребята быстренько организовали прямо там на месте свои внезапные бизнесы. Продавали водителям воду и лапшу быстрого приготовления по ценам, завышенным во много раз. То есть водители-бедолаги вынуждены в прямом смысле выживать в этом кошмаре. А бросить тачку не вариант, еще больше пробка будет. Это прям китайская версия фильма «127 часов». Только вы не один в пустыне, а вас сотни в машинах. Такой скучный фильм я бы не смотрел. И надеюсь, там не было доставщиков еды или посылок. Ты опоздал на 9 дней, тебя уволят. Да она за 9 дней даже вкуснее станет. Привет. Привет. Иди отсюда. А у меня есть то, что займет твое время с пользой. Из-за этой пробки меня уволят, чел. Так что если ты не хочешь предложить мне работу или типа того, то мне неинтересно. Даже так. Приветствую вас в онлайн-университете SkyPro от уже известного многим Skyeng. Мы помогаем тем, кто устал от маленькой зарплаты, от того, что его не ценят на работе и надоела сфера, где нет ни финансового, ни профессионального роста. Вы наверняка из каждой щели слышите, что такое IT. Понятно. Я пиццу развожу. Какое IT? Вы что, рехнулись? Смотри дальше. Если честно, большинство понятия не имеет, что это такое, хоть и слышат об этом каждый день. Но вы ведь везете пиццу в офис, потому что одна IT-компания создала специальный сервис для этого. И до того, как стать профессионалом в IT-сфере, эти разработчики тоже были курьерами, барменами, продавцами и так далее. И они тоже боялись начинать осваивать новую профессию. Но что, если я скажу, что даже будучи полным нулем в IT и математике, можно быть инженером по тестированию? Чего? Это одна из профессий, которая относится к IT, то есть информационным технологиям. Без тестировщика не было бы приложений, которыми вы все пользуетесь. Он проверяет, все ли с ним в порядке, выявляет ошибки и уязвимости. И это может делать каждый из вас. И да, эта работа хорошо оплачивается. Серьезно? Обучение по этому курсу длится всего 9 месяцев, 4 часа в неделю, из любой точки мира, в любое удобное для вас время, в том числе и через приложение SkyPro на телефоне. За это время вы успеете освоить с нуля профессию, получить опыт работы, 4 проекта в портфолио, будете много практиковаться, в том числе и в командах, и подготовитесь к трудоустройству. Промокод УТОПИЯ дает 10% скидку на этот или любой другой курс SkyPro. Не нужно тянуть, все в твоих руках. Круто! И ты, получается, вот ко всем подходишь и лично все это рассказываешь, да? Конечно, ведь мы дорожим каждым клиентом. Не, ну а чё, мог бы и посильнее хлопнуть. Едь уже! Куда? Я не знаю. Теперь понятно, почему мне посылки так долго идут. Надеюсь, вам понравились сегодняшние истории. Мне кажется, это будет один из любимейших моих выпусков. Так что я не знаю, как вы, а я поставлю лайк и подпишусь еще раз. Все, не буду вас томить, я пошел снимать то, что обещал. Будет это выглядеть примерно так. Это я. Настраиваю все на площадке, камеру там, становлюсь такой. Леха берет камеру. Марина. Звук. Вот как-то так. Как из этого выйти на концовку? Вот так.